Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу вам еще один способ создания вышивки на пряниках с помощью кисти. Ставьте лайк, подписывайтесь, приятного просмотра! Пряники испекла заранее, их нужно покрыть глазурью. Для начала рисую контур, подробно про глазурь и консистенции можно посмотреть в моих видео про глазурь и про контурную заливку. В описании будет ссылка на плейлист, где можно найти все эти видео, а также видео с рецептом пряников, как перенести картинку на пряники и другую полезную информацию. Для заливки использую жидкую консистенцию 5-секундную. Вот так ложкой аккуратно заливаю пряники в пределах контура. Если на поверхности образовываются пузырьки, их можно убрать с помощью шила или зубочистки. Заливать пряники, конечно же, можно и из корнета, как вам удобно. Мне удобно делать это ложкой. Таким образом можно сэкономить на корнетах. И отправляю пряники полностью высохнуть, обычно оставляю их на ночь. Для вышивки нужна глазурь густая, вот такой консистенции. Она мягкая, эластичная, но при этом держит пик. Пик не твердый, такой средний, не очень твердый пик. Далее на пряниках я карандашом наметила расположение цветов и аккуратно корнетом рисую вот такой волнообразной линией контуры лепестков. Затем слегка влажной кистью, аккуратно, вот такими движениями, как бы растушевываю глазурь внутрь лепестка. При этом нужно касаться только внутреннего края линии глазури, а внешний край должен оставаться нетронутым. Лишнюю глазурь с кисти вытираю обязательно об салфетку. Кисть у меня из набора кистей для косметики, я не нашла подходящую художественную кисть, а эта подошла идеально. Она в меру мягкая, гладкая, то, что нужно. Когда-то давно покупала набор кистей, и большая часть из них лежит, новые, нетронутые. Не знаю, для каких целей была предназначена именно эта кисть, но свой жизненный путь она нашла в декорировании пряников. Я думаю, не только у меня так. Консистенция глазури здесь тоже очень важна. Если глазурь будет немного жиже, то бороздки, которые создаются при помощи кисти, будут сливаться воедино и не получится нужного эффекта. Добавьте в таком случае немного пудры. Если же глазурь будет слишком густой, то уже не получится гладкий и ровный край у лепестков. Глазурь будет ложиться грубыми линиями, бороздки могут получиться рваными. Добавьте в таком случае несколько капель воды. Также глазурь можно подкрасить в любой цвет и сделать цветы разноцветными или только листики сделать зеленого цвета. Можно сделать любые другие подходящие цветы или вовсе это могут быть не цветы. Включайте фантазию, экспериментируйте и творите чудесные пряники. Хочу сказать спасибо всем, кто отмечает меня в инстаграме. Я с удовольствием наблюдаю за вашими работами, они все чудесные, я очень рада, что мои видео вам помогают. Именно ваша обратная связь дает понять, что я делаю все это не зря. Большое вам спасибо!
Если у вас остались вопросы насчет данного видео, задавайте их в комментариях, на все отвечу. Благодарю за просмотр, надеюсь, видео вам понравилось и окажется полезным. Не забывайте отмечать меня в инстаграме. Подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного. Всего вам доброго!